Итак, здравствуйте. Пришло время заменить масло в коробке передач. Для этого первым делом я решил замерить уровень старого масла. На eBay я купил масляный щуп за $25. Он не оригинальный, он универсальный. Тут с одной стороны есть деление для других коробок, а вот для моей коробки есть вот такое деление на измерение на 25 градусах и на 80 градусах. Значит, сейчас я открою капот. Машина практически холодная, проехала 1 километр, и я попробую замерить сначала масло на холодном. Замерять масло нужно только когда заведенный двигатель. Сейчас я заведу двигатель. Снимаю я крышечку специальную. Засунул щуп до упора. Сейчас смотрим, что у нас показывает уровень. Уровень показывает максимум на максимальной метке при 25 градусах. Значит, я проехал 20 километров, после этого я остановился, поставил рычаг переключения передач в положении P на 5 секунд, потом в R на 5 секунд, потом в N на 5 секунд, потом в D и в такой же последовательности обратно. После этого нужно подождать 2 минуты и можно замерять масло на горячую. Вот, сейчас мы замеряем масло на горячую. Что мы видим? Значит, масло ниже уровня, где-то на миллиметр. Вот так. Ну а что там у нас? Даже видно, как у нас там масло на разъеме ходит. Ну что, будем снимать. Весь разъем в масле. Ну, так как и мы думали. Вот сейчас мы разбираем блок управления КПП. Для этого мы ставили в 4 местах вот такие лезвия. Здесь, здесь, здесь и здесь. И после этого он просто вытаскивается оттуда. Вот. Тут видно, что вся плата у нас в масле. Коробка тут. В коробке даже есть, да, небольшое количество масла. Но сейчас будем ее чистить. Промываем плату бензинчиком. Коробочку снутри тоже нужно промыть. Вот через этот разъем масло по проводам поднимается к блоку управления. Сейчас мы его распакуем.
Вот это новый разъем, так он выглядит. Видно, что на нем есть два уплотнительных кольца, болтик внутри, фиксатор. Вот такая штуковина. Снимаем фишку, тут уже заглушечка отломана. Я просто нажал до конца отверткой и фиксатор отсоединился. Значит, тут видно, как течет моя коробка. Со временем резинка износилась, начала пропускать масло. Также фишка мокрая, тоже будем менять. Вот так это все выглядит снизу. Так, сливаем масло. Вот столько масла слилось через сливную пробку с коробки, и эта канистра имеет 10 литров, если полная. Ну, на вид где-то здесь 2-3 литра. Так, сейчас мы откручиваем поддон коробки. Сняли защиту фишки только что. Перед этим закрутили сливную пробку. Поддон, по-моему, на 6 болтах держится, в звездочках. Так, поддон крепится на таких зажимах. Вот так. Да, болты, а на нем зажимчики. Заканчиваем откручивать. Так, вот еще маслица стекает чуть-чуть. Видно масляный фильтр, видно низ гидроблока. Что там у нас еще? О, еще сколько масла в этом осталось. Так выглядит старый фильтр. Фэби ставили. Тут, не знаю, будет ли видно. Вот. Забитый он. Снимаем фишку. Так, откручиваем ключиком на 7 шестигранником разъем фишки коробки. Открутили этот болтик и дальше просто вытягиваем сам разъем. Колечки уже видно прижаты, они пропускали. Подуставшие уже колечки. Значит, сейчас пробуем открутить гидроблок. Попускаем болты, он крепится на 10 болтах. Не сильно, не закручен? Небольшой момент. Где-то 10, 12, 15 максимум. Так и надо будет назад закручивать аккуратно. Еще один не попустил, вот этот. Подкрутили гидроблок. Обратите внимание, что когда гидроблок откручиваете, то будет литься еще достаточное количество масла. Так, он весь в масле. Снимается он легко. Открутили 10 болтов и он просто оттуда, можно сказать, выпадает, если его не держать. Вот такой там вид. Вот сам гидроблок. Поставили гидроблок немного стечь. Он покрыт тоже весь как грязью такой черной. Значит, сейчас будем пробовать снимать пластмассовую часть гидроблока, которая отвечает за управление. Ох, сильно затянуто. Так, довольно нормально. Не очень сильно и не очень слабо.
крепится на 3 болтах сверху. Вытаскиваем соленоиды. Аккуратно, они просто вытаскиваются. Аккуратно все складываем, чтобы не перепутать. Плата держится на направляющих и защелках, на фиксаторе. Легонько снимается. Так, теперь мы видим сам гидроблок. Так выглядит управляющая плата с другой стороны. Обратите внимание, тут под 2 большими электроклапанами еще есть маленькие сеточки. Они тоже свободно вынимаются, их нужно не потерять. А под другими клапанами нету сеточек. Теперь попускаем болты гидроблока. Их 29 штук. Гидроблок как бутерброд состоит из 2 частей, и между ними металлическая пластина. А в этих частях маленькие канальчики, и в них находятся шарики. Чтобы не перепутать, как они стоят, нужно при выкрученных болтах сдвигать в бок верхнюю часть вместе с металлической пластиной. Тогда шарики остаются в нижней пластине. Потом переворачивать эту часть на другую сторону, и только тогда можно снимать с верхней части, тоже сдвигать в бок пластину. Очень аккуратно нужно делать, чтобы шарики не повысыпались и потом не было проблем, как их сложить назад. А, вот они. Так они сидят. Да, но если перевернуть, они могут выпасть и все. Да. Значит, открутили болты и коробку, вернее гидроблок, аккуратно сдвинули на бок, потому что здесь что-то его держит, какая-то направляющая. Но вверх поднимать нельзя. Поэтому аккуратно сдвигаем. И таким макаром его сейчас, когда уже развернем, тогда разъединим. Вот оно, вот это направляющее, на нем он держится. Так, аккуратно в бок сдвинули. Там снизу, а ну приподними, шариков нету. Ничего не налипло на него, нет, ничего не налипло. Аккуратно ставь. Так, это пока не трогаем, эту часть. Вот, значит, вот оно. Сейчас мы аккуратно вытрем его, почистим все. Надо будет сфотографировать, как шарики расположены. Так, переворачиваем. Да, аккуратно сдвигаем. Шариков нет.
Теперь мы это все почистили и потихоньку начинаем собирать. Поставили на верхнюю часть железяку среднюю. Теперь собираем обратно. Сначала нужно попасть на направляющую. Оп, села. Кстати, вот в этой верхней части нету шариков никаких. Только снизу. Наживляем болты. Наживляем по чуть-чуть болты. Болты все одинаковые. Боковые клапана не снимали, не рискнули. Кстати, сам гидроблок внутри был не очень грязный. Я думал, будет хуже. Так, собираем гидроблок в обратной последовательности. Затянули все 29 вот этих болтов на гидроблоке, поставили блок управления, поставили две сеточки под электроклапана. Теперь ставим на место электроклапана. Вытягиваем. Теперь осталось позатягивать. Там не было сильно. С чувством. Установили на место гидроблок и потихонечку затягиваем 10 болтов, на которых он держится. Сейчас будем ставить фильтр. Смазываем резинку на фильтре. Так, устанавливаем. Держится? Да. И в таком положении? Да. Видишь, как-то оно там замучено. Так держится. Все просто вжали и готово. Так, поставили поддон, предварительно его помыли и поставили на него новую прокладку, и теперь докручиваем 6 болтов. Новую фишку. Вставляем фишку. Защелкнули, все, готово. Так, теперь заливаем по чуть-чуть, небольшими порциями. Кстати, вылилось где-то, мы замерили, сколько всего слили масла, где-то около 3,5 литров всего вышло.
писала, что очень долго заливается масло, что надо лить по 100 грамм, потом 10 минут ждать, но почему-то у нас оно нормально заливается, то есть буквально за 5 минут литр-полтора пошло. Так, сейчас меряем масло на холодную, там где на том делении, где 25 градусов показывает. Мало, по нижнюю метку. Да. Именно по нижнему, да. По нижнюю метку. Значит, я проехал 20 километров, прогрел коробку полностью. После этого я остановился, поставил рычаг переключения передач в положение паркинг, 5 секунд подождал, потом поставил R, 5 секунд подождал, так же самое нейтралка, 5 секунд подождал, драйв 5 секунд подождал и в такой же последовательности обратно, то есть так же само по 5 секунд вернулся до паркинга. Теперь замеряем уровень масла. Так, смотрим, что тут у нас видно. Как раз посередине, там где отметки замерено 80 градусов. Не знаю, видно, тут не видно. Вот так, вот. Отлично. Значит, за всю замену масла, там пишет, что в коробке 8 литров идет масло, но у нас всего пошло 4 литра. Понятно, что там осталось масло в патрубках, наверное, в насосе коробки осталось. Также в системе охлаждения коробки осталось масло. То есть получается, что замена масла не абсолютно полная, а всего лишь 4 литра потребовалось.